Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Трукова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и о глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Более 10 погибших и более 70 раненых. В Киеве до сих пор ведутся спасательные работы после массированного удара России по украинской столице. Владимир, остановись! Дональд Трамп написал, что атака на Киев была несвоевременной и ненужной. В Украину вернули тело погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной. И россияне на третий год войны довольны жизнью как никогда, выяснили финские исследователи. Количество погибших в результате массированной ракетной атаки России на Киев возросло до 12 человек. Спасатели достали тела еще 2 погибших из-под завалов жилого дома в Святошинском районе. Раненых более 70. Спасательные работы продолжаются до сих пор. Многие оказались буквально погребены под завалами собственных домов и квартир. В соцсетях появилось видео, как спасатели пытаются достать одну из пострадавших из-под обломков. Послушайте, без перевода и без комментариев. Потихеньку. Тихенько таки. Яночка, потерпи, будь ласка, сонечко. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что в ночь на 24 апреля россияне совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру столицы Украины, ударив по густонаселенному району Киева. По данным министра, повреждения получили по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад. Известно, что в результате удара погибли родные брат и сестра, 21-летний Никита и 19-летняя София. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Южноафриканской республики Сирилом Рамафосой. Впоследствии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко уточнили, что жертвами российского удара стали сын и дочь врача-невропатолога университетской клиники Ярослава Козлова. На той же пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что первым шагом к переговорам о мирном урегулировании должно быть полное и безусловное прекращение огня, на что Россия пока не соглашается. То, что Украина готова сесть за стол переговоров после полного прекращения огня с террористами, которые все это устроили на нашей земле, это уже большой компромисс, сказал Зеленский. Тем временем Дональд Трамп в соцсети True Social призвал остановить войну и отметил, что российский удар был несвоевременным. Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь. Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение. Пользователи соцсетей отметили, что Трамп не упомянул фамилию Владимира, к которому он обращается в своем посте. Поэтому не до конца понятно, имеет он в виду Владимира Путина или Владимира Зеленского. Между вчерашними заявлениями Дональда Трампа о том, что Зеленский фактически срывает мирные переговоры, и сегодняшней массированной атакой есть прямая связь, уверен политолог Игорь Эйдман. Конечно, такую бомбежку массированную готовят заранее, и ее не могли подготовить там буквально за несколько часов, да, или за ночь, с момента того, как Трамп сделал эти заявления и до того, как произошла бомбежка. Но политическое решение о том, что именно сейчас реализовывать вот этот, собственно, план удара, очередного кровавого удара против Украины, против мирного населения, против Киева, я думаю, было сделано под влиянием слов и вообще политики последнего времени Трампа. Путин воспринимает любые попытки умиротворить себя как признак слабости. И они провоцируют его на дальнейшие еще более кровавые действия, на дальнейшее усиление военного давления. В данном случае, вот конкретно, если говорить о словах Трампа, в принципе, он говорил об этом и раньше, но вчера он просто прямым текстом фактически сказал, что Зеленскому нет шанса выиграть войну, что он все равно капитулирует, несчастно через 3 года. И, собственно, из этого следовало, что чем скорее капитулирует Зеленский, тем будет лучше, по большому счету. И что как бы осталось только еще надавить немного, чуть-чуть на Зеленского, и уже Украина не сможет дальше продолжать войну, и на этом все закончится. Фактически Трамп, как часто бывает, он много очень говорит, но иногда выбалтывает свои сокровенные мысли. Он действительно, так же, как и Путин, с надеждой ждет капитуляции Украины. Абсолютно точно, что это могло вызвать у Путина только желание еще больше надавить на Зеленского. Каким образом? Таким образом, как он привык это делать. Это единственный инструмент, который у него есть. Это фактически украинское мирное население находится у него в заложниках, потому что он продолжает и может, имеет возможность бомбить, пускать ракеты, уничтожать это мирное население. Вот это единственный вот метод, который у него есть с начала войны, эффективный, он и применяет. Он в результате ударил еще раз по Киеву, продемонстрировал
свои намерения воевать до победного конца. Ах так, значит, не хочет Украина признавать российским Крым, но я буду продолжать убивать украинцев, и никто мне ничего за это не сделает. И, в общем-то, Трамп тоже считает, что моя тактика успешная, и я добьюсь, воюю таким образом против Украины, рано или поздно успеха. По словам Эйдмана, цели Путина гораздо более амбициозные, чем завоевание Украины. Именно поэтому ему нельзя идти на уступки. По сути, если он бы прошел Украину, он бы дальше бы стал захватывать эти восточноевропейские страны. Молдову, например, страны Балтии. Более того, даже они этого практически не скрывают. Не скрывают, что они хотят, чтобы Запад откатился на те рубежи, которые он занимал до окончания Холодной войны. В 2021 году было прямым текстом сказано, то есть был даже ультиматум, по сути, который требовал от НАТО ухода к тем позициям, которые она занимала до 1997 года. То есть фактически это декларация того, что эти территории должны быть под влиянием не Запада, не Европы, а России. Такая политика, она неизбежно ведет к эскалации противостояния, эскалации войны. И если бы Путин прошел Украину, то это бы большая европейская волна стала бы фактически неизбежной. И Украина сейчас является, по сути, таким замковым камнем, на котором держится европейская безопасность. Если Путин пройдет Украину, дальше будет только большая война. В этой ситуации единственный способ остановить Путина – это всячески помогать Украине, в том числе и наиболее эффективным, современным и дальнобойным оружием. Если бы Трамп реально хотел остановить войну и понимал, как это сделать, он бы передал Украине современные американские дальнобойные ракеты, которые способны достигать российские центры принятия решений, как они это любят говорить, и путинские конкретные резиденции, и которые могут угрожать российской правящей верхушке. Вот тогда бы, конечно, войну бы продолжать в этих условиях российской верхушке было бы очень сложно. И вероятность того, что она бы остановилась под влиянием такой грубой физической силы, такого противостояния мощного со стороны Украины, оснащенной современным западным оружием, было бы очень велико. Более того, это вот единственный шанс, по моему мнению, остановить войну. Это всячески помочь Украине сдержать путинскую агрессию и тактически или даже стратегически выиграть в этом противостоянии. Политолог Игорь Эйдман о том, какими могут быть последствия умиротворения Путина. Тут стоит напомнить о билбордах британской газеты «Телеграф», фотографии которых накануне широко разошлись в соцсетях. На билбордах написано: «Не слышали о Таллине, Риге или Вильнюсе? Услышите, если мы сдадим Украину». После ночного удара по Киеву Великобритания ужесточила требования к Владимиру Путину немедленно прекратить огонь. С жесткими заявлениями выступил и нынешний премьер Кир Стармер, и бывший Борис Джонсон, известный своим особенным отношением к Украине. С подробностями из Великобритании Маша Слоним. Сегодня Великобритания ужесточила требования к Владимиру Путину и призвала немедленно согласиться на безоговорочное прекращение огня в Украине, осудив жестокий ночной удар России по Киеву. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что нападение продемонстрировало, что Путин является агрессором. Эти комментарии прозвучали после того, как президент США заявил, будто бы Владимир Зеленский является препятствием для мира в Украине. Сэр Кир сказал: «Я думаю, это реальное напоминание о том, что Россия здесь агрессор. Украинцы чувствуют это сейчас, как они это чувствовали уже 3 долгих года». Позднее представитель британского правительства заявил, что позиция Великобритании по Крыму не изменится. Британское правительство считает эту территорию незаконно захваченной. Министр по делам Европы Стивен Даути, отвечая на срочный вопрос в парламенте, сказал о том, что Великобритания осуждает жесточайшие атаки российских ракет и беспилотников на гражданское население, включая ночные, абсолютно ужасающие сцены. Он сказал, что последний российский удар по Киеву последовал за шокирующими налетами в других регионах Украины, включая город Сумы, который подвергся обстрелу несколько дней назад. Стивен Даути сказал: в то время как Украина ведет мирные переговоры, Россия продолжает эти жестокие нападения, в том числе прошлой ночью. И это является ярким напоминанием о продолжающемся кровопролитии и агрессии, совершаемой Путиным.
Министр теневого правительства Прити Патель назвала ракетный удар по Киеву отвратительным, добавив, много споров ведется об инициативах по прекращению войны путем переговоров. Но мы не должны забывать, что эту войну начал Путин, убийца и автократ, которого поддерживает ось авторитарных государств. Нам нужно, чтобы правительство использовало британское влияние всеми возможными способами для поддержки Украины. Бывший министр иностранных дел консервативного правительства сэр Джеймс Клеверли обратился к нынешнему, к Дэвиду Лэми, с просьбой донести до Соединенных Штатов, что весь мир, как друзья, так и враги, смотрят на нашу готовность придерживаться обязательств, которые мы взяли на себя перед Украиной. И если мы откажемся от этих обязательств, сказал он, все международные отношения будут подорваны. Маша Слонима. Реакции Великобритании на ночной массированный обстрел Киева. Добавлю, после ракетного удара России по Украине президент Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество не забывать, кто является настоящим виновником войны. Он подчеркнул, что гнев США должен быть направлен исключительно на Путина, а позиция Франции относительно Украины остается неизменной. На фоне последних заявлений американской администрации Меджлис крымско-татарского народа выпустил специальное заявление, в котором категорически отвергает любые предложения или действия, направленные на признание российскими временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя. Цитата: «Любые такие попытки, кем бы и с какой целью они бы не предпринимались, будут означать грубое нарушение Устава ООН, Хельсинского заключительного акта, Декларации ООН о правах коренных народов, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и других основополагающих норм международного права, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, суверенного независимого государства», говорится в тексте заявления. В Меджлисе также отмечают, что такие попытки будут свидетельствовать об игнорировании неотъемлемых прав коренного крымско-татарского народа. Кроме того, это создаст прецедент безнаказанности агрессора. Стоит отметить, что позиция США относительно Крыма и при демократах, и при республиканцах все эти годы оставалась непоколебимой и абсолютно однозначной. Они не собирались признавать аннексию полуострова. Борис Кольцов напомнит. В 2014 году США были соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой шла речь о том, что так называемый референдум в Крыму не имеет никакой юридической силы и не может быть основанием для какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым. В 2016 и 2017 годах Дональд Трамп неоднократно критиковал Барака Обаму за то, что тот позволил Путину забрать Крым и слишком мягко относился к России. В 2018 году все та же администрация Трампа заявила, США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются придерживаться этой политики, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Майк Помпео, который тогда занимал должность госсекретаря, подтвердил эту позицию во время слушаний в Комитете Сената по международным делам. Хочу заверить этот комитет, что США не признают и не будут признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. В 2021 году в Хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной Соединенные Штаты четко подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию Крыма Россией. В Украину вернули тело погибшей в российском плену Виктории Рощиной. В четверг в офисе генерального прокурора прошел брифинг, во время которого раскрыли подробности гибели журналистки. Сообщается, что тело вернули еще в феврале. Цитата: «28 февраля 2025 года во время осмотра тел на одном из них была найдена бирка, на которой была написана фамилия Рощина. Была назначена молекулярная экспертиза, в ходе которой идентифицировали, что это тело принадлежит именно ей», рассказал начальник департамента войны офиса генпрокурора Юрий Белоусов. Он также сообщил, что из-за состояния тела установить причины смерти не удалось. Поэтому были отобраны образцы, и сейчас решается вопрос с участием французских экспертов для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. По словам Белоусова, на теле Виктории Рощиной были обнаружены многочисленные признаки пыток, в том числе применение электротока. Ранее журналисты издания «Следство.Инфо» совместно с организацией «Репортеры без границ» и коллегами из таких медиа, как «Суспильные Граты», узнали о том, что в российском плену украинскую журналистку Викторию Рощину жестоко пытали. На ее теле были ножевые ранения, она весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок. По словам Координационного штаба, Викторию должны были обменять 13 или 14 сентября прошлого года, но этого так и не произошло.
На фоне кадров с окровавленными украинцами под завалами их собственных домов и квартир страшным контрапунктом выглядят результаты исследования о том, что за время войны уровень удовлетворенности жизнью россиян достиг максимума последних 10 лет. Об этом пишет сегодня издание «Медуза», ссылаясь на исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии. Несмотря на огромные военные расходы, десятки тысяч погибших и масштабные международные санкции, жить стало лучше, а кому-то и веселее. Нина Вишнева изучила материалы исследований. Почему россияне сейчас чувствуют себя лучше, чем до начала полномасштабной войны в Украине? Как такое вообще возможно? Ответы на эти вопросы издание «Медуза» пытается найти вместе с американским экономистом Уильямом Пайлом, профессором Мидлберийского колледжа, соавтором исследования, которое проводил Институт развивающихся экономик Банка Финляндии. Наблюдатели задавали респондентам два основных вопроса. Насколько они удовлетворены жизнью в данный момент и насколько их сейчас устраивают собственные экономические условия. Рассматривались данные за период с 2013 по 2023 годы. Профессор Пайл говорит, что не может связать рост удовлетворенности с какими-то конкретными материальными изменениями в жизни россиян, но определенно видит связь с убеждением опрашиваемых, что страна, цитата, «движется в правильном направлении». Конец цитаты. Так было после аннексии Крыма, такой же всплеск произошел и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Профессор Пайл делает вывод, цитата, «Похоже, большая часть населения России получает мощный позитивный заряд от постимперских проявлений агрессивной внешней политики, что влияет и на собственное восприятие благополучия». На вопрос «Медузы», как отличаются результаты исследования по регионам, американский экономист отмечает, что в Москве и Санкт-Петербурге роста субъективного благополучия почти нет, зато подъем отчетливо виден в столицах других субъектов, особенно в регионах, где сосредоточено военное производство. Вот еще один момент из ответов профессора Пайла на вопрос, почему россияне сейчас чувствуют себя лучше, чем до начала полномасштабной войны в Украине. В политологии есть так называемая теория сплочения вокруг флага, когда страна вступает в войну, которую большинство населения считает справедливой, поддержка власти и субъективные индикаторы подскакивают. Даже материальное положение кажется лучше. Такое было, к примеру, после трагедии 11 сентября в США, когда рейтинг Буша-младшего достигал почти 90%. Все чувствовали, что ведут справедливую войну против терроризма. Профессор Пайл также делает вывод, что ощущение стабильности и удовлетворенности жизнью на самом высоком уровне за последние десятилетия особенно заметны у этнических русских. Они составляют примерно 80-85% проводившегося исследования. Нина Вишнева об исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи.